Всех приветствую, своих подписчиков, зрителей моего канала. Нахожусь в поселке Балпакпи. Здесь очередь грузовых машин КАМАЗов. Это стоят чтобы выгрузить сахарную свеклу. Очередь к воротам завода, Коксуйского завода по сдаче сахарной свеклы. Видите, вот, груженные свеклой сахарной. Это на этой стороне. Очередь тянется оттуда, вот там, от моста. От вот этого ближайшего моста, оттуда очередь, но вот здесь прерывается, конечно, где здесь повороты. И дальше вот так продолжается до ворот. Очередь камазистов, там тракторами даже стоят. Вот я вижу дальше груженные. На этой стороне ремонт идет. Ремонт, строительство. Смотрите, какие крыши. Строительство такое масштабное. Длинное такое трехэтажное здание, смотрите, строится. И здесь вот с такой конструкцией необычной. Туда дальше до светофора идет вот это строительство в Балпакпи. Так что строится. Здесь все закрыто, видите, и не спросишь у кого что. А вот это вот к очереди, там движется очередь, место освобождается и переезжают вот эти грузовые, груженные со свеклой с той стороны. Вот там вот начало очереди от моста. От первого моста или от какого? От первого моста. Вот видите, подъезжают. Не как в прошлом году была очередь на несколько километров. В этом году все, наверное, предусмотрено уже. Чуть-чуть дальше прошла, вот здесь вот от угла светофора. Видите, что будет вот по строительству, это я вам говорю, то, что здесь строится. Уже, видите, вот здесь паспорт объекта есть. Здесь будет строительство, идет многофункционального комплекса села Балпакпи, трасса Алматы-Оскемен, ну, по алматинской этой трассе. Вот такой комплекс строится. Вот с этой стороны, вот первое, это вот объект. Это ресторан строится. Видите, какая конструкция крыши. Вот я по рисунку вам говорю. Дальше идет развлекательное. Дальше кинотеатр, это значит строится вот тоже такой каркас вверх, металлический кинотеатр, а за кинотеатром вот там трехэтажный, это уже торговый дом будет, торговый дом.
Ну, вот так, наверное, скорее всего. Ну, уже увидим, когда построится. Лайла название. Вот Лайла. Торгово-развлекательный комплекс, торговый комплекс, гостиница, ну, Мейрамхана. Короче, начали строить в этом году летом. 2025 год, начало 6 месяц, летом начали. И окончание работы следующий год, 2026 год, тоже летом закончат. Ну вот, когда закончат, тогда и посмотрим. Идет такое крупное строительство. Видимо, будет красиво, я так думаю. Ну, по рисунку красиво. Мне нравится вот эта вот архитектура. Рисунок сразу там, это то, что нарисовано, изображено. Так, обзоры продолжаются. Дальше пойду. Вот перевозка сахарной свеклы. Пойдем на ту сторону, я сейчас перейду. Коксуйский сахарный завод. Вот стрелка, видите, в ту сторону знак стоит. И вот очередь. В 2 ряда очередь, в 2 ряда. Очередь двигается, вот они тоже передвигаются. Здесь промежутки, это где улица, вот видите, здесь уже нельзя ставить машины. Так, вот я уже говорила, в 2 ряда очередь. Очередь, я так считаю, движется неплохо. Равномерно движется очередь. Так, на эту сторону перешла. Это загазовано, прям дышать тяжело. О, смотрите, какая крупная свекла. О, крупная сахарная свекла сдается. Короче, очередь движется 7-мильными шагами, но движется. Там я вот где прошла, этот водитель один сказал, что с 7 утра стал в очередь, с 7 утра. Интересно, а вот здесь вот, а вот где передние ряды. Так, передние ряды, вот кто уже вот чуть-чуть осталось и заехать
ворота сахарного завода, вот эти передние ряды, они со вчерашнего дня стоят в очереди, со вчерашнего дня. Ночевали здесь. Вот эти вот перед заводом, которые этот камазисты, трактористы груженые, они со вчерашнего дня. А вот и завод, пункт начала приемки сахарной свеклы, вот здесь вот принимают. Сельмицы. Вот кто со вчерашнего дня очереди вот стоит, они уже видите, только заезжают. Сейчас время сколько? 11:30. Ну, наверное, сутки стоят и вот так очередь движется. Без выходных принимают. У ворот завода сахарной вот этой свеклы, где принимают здесь объявление, жом принимают по 1000 тенге. Это за тонну, да? Или? Я. Так, чуть подальше села, отошла, потому что там шумно, ничего не слышно. Все гудит, вся техника гудит. Ну, имеется в виду эти трактора, КамАЗы все гудят, да, и здесь вот это вот транспорт. Без выходных работает сахарный завод, принимают и в субботу, и в воскресенье без выходных. С 8 утра до 8 вечера. Вот так вот. Ну, по мере возможности принимают, как могут, так и принимают. Примерно сутки, наверное, я так поняла, примерно меньше суток стоят, меньше суток. Стою перед торговым домом. Раньше универмаг был большой, название было Бейбетшелек, универмаг. Сейчас Сауда Орталыгы Шаган называется. Торговый центр Шаган. Здесь расположился Той Март. Это супермаркет, продуктовый супермаркет Той Март. Ну, он такой небольшой супермаркет. Сразу за вот этим центральным универмагом такой, это базарчик есть. Небольшой базарчик, рынок. Там вещи, обувь продают. Такой базарчик. Аул называется рынок этот. Аул. Это я между рядами хожу и показываю, что здесь продается. Уздечки даже есть, лопаты, тачки. Какие хочешь тачки даже.
Огурцы почем сейчас? Ver anca ben. А? Ver. Почем огурцы? Огурцы? 950. 350? Яблочки по 350 здесь. Здесь есть и по 300 поменьше. Лук 150, ну, как и везде даже. Так, носки здесь по 1000 тенге. Вот эти теплые, говорят, 1000 стоят. Тысячу толстые. Семечки вот эти вот продают. По 70 тенге семечки. Это крайний ряд. Здесь обувь продается. Вот тапочки есть. Вышла с рынка. Парикмахерскую заходила, вот эта парикмахерская, Асим называется, подстриглась. Стрижка недорого, вот в этой парикмахерской. Стрижка недорого, 2000 стрижка, мужская 2000, женская за 2000 подстригут. Я вот подстриглась за 2000. Есть и от сложности, от длины. Если длиннее, то уже 2500. Детская вообще 1000 тенге стрижка до 10 лет. Короче, маленьких детей 1000 тенге стрижка обходится, а подростков уже за 1500, 1500. Подростков стригут. Короче, я так считаю, что это дешево даже. На этом я завершаю свой небольшой обзор в Балпахби. Поселок Балпахби Коксуйского района. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки обязательно, чтобы не пропустить очередное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Видеообзоры продолжаются. А это закрыто, да, у меня?